Нуар обнаруживает, что он принадлежит к классу баронетов, одному из самых низких социальных статусов. Как раз в этот момент прибывает его сестра, разъяренная тем, что с ним случилось, и обнимает его. Она предлагает Нуару поступить в Академию героев, заверяя его, что она поддержит его, даже если он потерпит неудачу. Она объясняет, что те, кто заканчивает Академию, имеют возможность стать охотниками или рыцарями, что обеспечит ему стабильное будущее. Несмотря на его сомнения относительно сдачи вступительных экзаменов, его сестра настойчиво убеждает его поступить, и в конце концов Нуар соглашается. Позже, когда Нуар прогуливается по улице, он встречает Эмму, дочь герцога и своего друга детства. Хотя Эмма происходит из богатой семьи, их родители были близкими друзьями, так что они знали друг друга с самого детства. Эмма взволнованно делится тем, что сегодня у нее будет замечательный день в качестве библиотекаря вместе с Нуаром. Когда Нуар объясняет, что он не будет работать в библиотеке из-за вмешательства сына Виконта, Эмма становится глубоко разочарованной, так как она с нетерпением ждала возможности работать вместе с ним. Она даже планировала поделиться хорошими новостями об уникальной способности Нуара. Заинтригованный, Нуар рассказывает, что он обладает силой великого мудреца. Эта экстраординарная способность позволяет ему призвать старика, обладающего обширными знаниями об окружающем мире, что делает его одной из самых необычных способностей. Он упоминает, что его родители были вне себя от радости, когда обнаружили его способности в церкви. Однако Нуар признает, что нечасто использует свою силу, потому что всякий раз, когда он задает вопрос великому мудрецу, у него возникают мучительные головные боли. Даже такие простые вопросы, как, например, будет ли день дождливым или солнечным, приводят к этим мучительным мигреням. Услышав это, Эмма поделилась информацией, которую вычитала в книге. Там говорится, что когда последний великий мудрец испытывал эти ужасные головные боли, он собрал всех своих жен и поцеловал их, так как это, по-видимому, помогало избавиться от мигрени. После того, как Эмма предложила Нуару поцеловаться, чтобы облегчить головную боль, он взял ее за руку и медленно приблизился для поцелуя. Однако, как только он собрался поцеловать ее, она остановила его и предложила найти более уединенное место для их первого поцелуя. В конце концов, они добрались до вершины башни, и Эмма объявила, что она готова. Нуар обнимает ее за плечи и целует. Ободренный Эммой, Нуар призывает великого мудреца. Появляется старик, и Нуар спрашивает, как лучше всего укрепить свои силы и сдать вступительный экзамен в Академию героев. Мудрец советует ему исследовать скрытое подземелье, расположенное в 15 метрах к юго-востоку. Как только мудрец начинает рассказывать более подробную информацию об этом подземелье, призыв внезапно обрывается и мудрец исчезает. Нуар снова начинает страдать от головных болей. Эмма быстро предлагает решение проблемы и предлагает поцеловать его еще раз. Они обмениваются несколькими поцелуями, и головные боли Нуара начинают утихать. В смене сцены Нуар изображен стоящим у входа в пещеру, полностью экипированным для выполнения своей миссии. Он даже позаимствовал меч своего отца. Исследуя глубже, он натыкается на большую дверь и успешно открывает ее, используя заклинание, которым поделился с ним мудрец. По мере дальнейшего исследования он натыкается на закованную в цепи женщину, которая привела его в зал. С помощью своих телепатических способностей она просит Нуара прикоснуться к ее голове. Когда он это делает, то устанавливает с ней связь и узнает, что ее зовут Оливия Серванти. Оливия рассказывает, что она оказалась в ловушке в подземелье, потому что вошла туда одна и столкнулась с монстром. Когда она убила монстра, сработала ловушка, в результате чего она была заключена в тюрьму на последние 200 лет. Нуар поражена историей Оливии и хочет освободить ее. Однако она предупреждает его, чтобы он не пытался это сделать, так как цепи, связывающие ее, являются особенными, и перерезание их приведет к ее смерти. Несмотря на свое положение, Оливия объясняет, что привела Нуара к себе, потому что чувствовала себя невероятно одинокой и хотела с кем-то поговорить. Затем она просит Нуара прижаться своим лбом к ее лбу, намереваясь передать ему все свои силы, так как она не может использовать их, будучи прикованной цепью. После передачи своих способностей Нуару, Оливия говорит ему, что теперь он может называть ее своей учительницей. Она объясняет, что благодаря этим новообретенным способностям он обладает способностью создавать уникальные способности и передавать их другим с помощью создаваемых им предметов. Кроме того, Нуар обладает навыком редактирования, который позволяет ему изменять свои собственные способности или способности других людей. Однако Оливия предупреждает Нуара о важности осторожного использования его способностей. Чтобы использовать свои способности, у него должны быть очки жизни или LP. Чем мощнее способность, тем больше LP она будет потреблять. Оливия объясняет, что Нуар может зарабатывать жизненные очки, занимаясь деятельностью, которая приносит ему огромное удовольствие. Например, удовлетворяя свои плотские желания с кем-то, кому он испытывает влечение, наслаждаясь вкусной или роскошной едой или накапливая и тратя деньги. Оливия учит Нуара, как проверить оставшийся у него ЛПМ и как использовать его способность творить. Нуар успешно создает свой первый объект, учась стрелять каменными пулями, конденсируя пыль в воздухе. Однако напряжение истощает его, и он понимает, что ему нужно найти способ пополнить свои жизненные очки. В одной из сцен Нуар изображен лежащим на ногах своей сестры,
где он просит ее обнять его, и в результате его LP увеличивается. На следующий день Нуар встречает девушку по имени Эмма в парке и просит ее обнять его, чтобы продолжать увеличивать его жизненные очки. Это вызывает в памяти воспоминания о том, как Нуар попросил Оливию научить его заклинанию, чтобы сдать экзамен в академию. Оливия демонстрирует силу аналитического взгляда, и Нуар проверяет это, изучая способности Эммы. Во время их разговора Эмма упоминает, что у нее болит шея из-за тяжести ее сердца. Воспользовавшись возможностью проверить свою творческую силу, Нуар уменьшает размер ее сердца. Однако Эмма недовольна этим изменением и просит его вернуть им первоначальный размер. Нуар должен использовать свои возможности редактирования, чтобы отменить это изменение, и он чувствует угрызение совести за то, что впустую потратил свою драгоценную пластинку. Нуар оказался на своем первом дне обучения в Академии Героев. Он понимает, что окружен мужчинами и виконтами, которые смотрят на него свысока, потому что он всего лишь баронет. В результате никто не хочет объединяться с ним для выполнения первой миссии, которая включает в себя сбор материалов для монстров. Чувствуя себя опечаленным и подвергнутым остракизму, Нуар удивляется, когда приходит Эмма и предлагает стать его товарищем по команде. Она рассказывает, что уволилась с работы в библиотеке, чтобы присоединиться к нему в Академии Героев. Вскоре после этого девушка по имени Леонард Блант также выразила желание объединиться с ними, хотя она все еще презирает Нуара из-за его более низкого социального статуса. Профессор сообщает студентам, что у них есть время до утра, чтобы доставить материалы о монстре. Другие студенты планируют устроить ловушку, купив материалы, что даст преимущество богатым студентам. Леонора предлагает им работать отдельно, но Нуару приходит в голову одна идея. Он предлагает им вернуться в подземелье и собрать необходимые материалы, победив различных монстров, найденных внутри. При смене сцены Нуар сталкивается с мертвым жнецом, одним из самых могущественных монстров с 99 уровнем, в то время как уровень Нуара составляет всего 23. Мертвый жнец атакует Нуара косой, и Нуар пытается использовать свои силы, но понимает, что у него недостаточно энергии, чтобы сделать это. Используя слабую силу, чтобы на мгновение остановить мертвого жнеца, Нуар чувствует, что его силы иссякают, и падает на колени. Однако, приложив последнее усилие, ему удается создать каменную пулю, которая пронзает грудь мертвого жнеца и побеждает его. Эта победа повышает уровень Нуара до 33. На следующий день профессор собирается объявить имена 3 лучших команд вступительного экзамена. Нуар вспоминает, как спросил мастера Оливию, достаточно ли было убить мертвого жнеца, чтобы пройти тест, и она подтвердила, что так оно и было. Профессор называет имена команд, занявших 2 и 3 места, прежде чем наконец объявить, что группа Нуара выиграла тест, набрав в 10 раз больше очков, чем 2 место команды. Нуар, Эмма и Леонор поражены своей неожиданной победой и значительным преимуществом, которого они добились. Профессор объясняет, что, доставив череп мертвого жнеца, они не только сдали экзамен, но и вошли в историю Академии. Семья Уора поначалу очень взволнована известием о его победе на вступительных экзаменах. Однако их счастье исчезает, когда они видят высокую стоимость обучения в школе, которая составляет $300 США. Нуар выражает свою неуверенность в том, как они смогут себе это позволить. Во время смены сцены Нуар навещает свою учительницу в подземелье, чтобы сообщить ей о плате за обучение. Мастер Оливия предполагает, что он мог бы зарабатывать деньги, убивая монстров в подземелье и продавая их материалы. Нуар колеблется, не желая привлекать к себе больше внимания после инцидента во время экзамена в Академию. Он вспоминает, как просил Леонору поставить себе в заслугу победу над мертвым жнецом. Как это было бы дочери бухгалтера, будет легче получить признание, чем простому баронету вроде него, которого часто называют мусором. Нуар поделился со своим учителем тем, что он позволил однокласснику взять на себя всю ответственность за свои действия. Мастер Оливия отвечает, что в этой ситуации есть только один способ заработать деньги – вступить в гильдию авантюристов. Позже Нуар прибывает в замок, чтобы зарегистрироваться в гильдии и знакомиться с Лолой, секретаршей в приемной. Лола рассказывает о различных типах авантюристов, в том числе о тех, кто собирает натуральные экстракты, убивает монстров и исследует подземелья. Эти авантюристы делятся на ранги, которые определяют выполняемые ими миссии и количество денег, которые они зарабатывают. Лола уверяет Нуара, что если он хорошо справится с заданием, то сможет продвинуться в звании. Она дает ему листок для записи его способностей, но Нуар нервничает. Лола заверяет его, что информация, которую он предоставит, останется засекреченной внутри гильдии. Нуар поймал себя на том, что очарован приятным ароматом Лолы. Однако Лола подозревает, что он лжет о своих способностях. Она рассказывает, что гильдия, в которой они состоят, называется «Один», та самая гильдия, которой принадлежал слуга Оливии. Нуар не в силах сдержать своего волнения, спрашивает, не имеет ли Лола в виду его хозяина. Он тут же сожалеет о своей вспышке гнева, потому что Лола объясняет, что время от времени появляются самозванцы, утверждающие, что они являются преемниками Оливии. Чтобы проверить утверждение Нуара, Лола достает книгу. Она объясняет, что если он говорит правду, то все его способности будут описаны в книге. Лола просит Нуара положить руку на книгу. Чувствуя себя уверенно, Нуар предлагает Лоле заключить пари. Он предполагает, что если его способности будут записаны в книге, то Лола должна поднять нижнюю часть и извиниться перед ним. К их удивлению, Лола понимает,
понимает, что Нуар действительно является истинным преемником Оливии, когда она видит, что его способности записаны в книге. Лола выполняет свое обещание, данное Нуару, и приподнимает нижнюю часть своей юбки в рамках их пари. Это неожиданное зрелище возбуждает Нуара и увеличивает его аппетит. После этого Нуар рассказывает Лоле, что ему нужно заработать $300 в течение недели, чтобы оплатить свое обучение. Лола поручает ему задание поймать радужных кузнечиков. Нуар колеблется, так как этих насекомых, как известно, очень сложно поймать. Однако Лола успокаивает его, выражая уверенность в его способностях и заверяя, что он легко справится с этой задачей. Подбадривая его, Лола подходит к Нуару и